Это дача, сушу шиповник. Сейчас я вам покажу, как надо правильно сушить шиповник. Он практически находится уже в 90% готовности. Итак, принцип сушки. Нагрев, остывание, нагрев, остывание. Что я делаю в первую очередь? Так, сушилка Дачник 4. Сначала я насыпаю его на противни на пару часов на небольшой мощности. Он нагревается, потом я выключаю, часа 4 он остывает и опять нагреваю. Далее я высыпаю его на специальный поддон. На поддоне шиповник отсеивается от мусора и прочих ненужных нужностей. Вот это уже шиповник практически готовый. Видите, как звонит звук. То есть он потом у меня здесь лежит, остывает ночь. И на следующий день я сделал такое специальное приспособление. Противень большой с сеткой. Оббил его пленкой, чтобы поток теплого воздуха направлялся вверх. Ставлю на небольшую мощность. И он у меня потихонечку досушивается. То есть я вот так же часа на 4 подсушиваю его. Потом выключаю и опять подсушиваю. И он у меня доходит полностью. Потом я его высыплю обратно на этот поддон. Просею и начну его упаковывать. Финал сушки. Картонная коробка из-под принтера. И упакованный шиповник. По килограмму. И так он у меня хранится до реализации. Шиповник очень качественный. Повторяю, делайте поддон, только дерево. Многослойная фанера. Прорезайте отверстие, для того, чтобы мусор просеивался весь вниз. Вот он мусор. Кстати, подскажите, что с ним можно сделать. Если только не в печку. 2 сушилки Дачник 4. Небольшое приспособление. Я его поставил на такие бруски специальные повыше, чтобы ничего не подгорало. И сам шиповник. Следите, чтобы шиповник у вас, конечно, не подгорел. Если он подгорит, запаха и вкуса у шиповника уже не будет. Ничего сложного в этом нет. Правда, все это медленно, зато качественно. То есть нагрев, остывание, нагрев, остывание. Все, благодарю за внимание.